Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 27 января и киевское время 17 часов. Итак, обстановка. Обстановка более-менее стабилизировалась. За прошедшие сутки никаких резких активизаций или движений не было, ну, за исключением вчерашнего ракетного удара по территории Украины. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. Очень сильно активизировалась российская авиация на линии фронта. И 18 из них с использованием беспилотников типа Шахед-136. Все дроны камикадзе сбиты. То есть здесь мы, кстати, уже не пасем задних и не считаем убытки от дронов, а мы их практически сбиваем все. Как во время ракетного удара 24 дрона все были сбиты, так и 18 дронов за прошедшие сутки. Также было совершено 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также 70 пусков ракет, это включая те ракеты, которые... Вчера была цифра 55, это те, которые были выпущены в глубине территории Украины. Те, которые нам огласил Генеральный штаб, ну и они же, эти данные были на страничке главнокомандующего вооруженных сил. 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты. Высокая остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Подразделения сил обороны за прошедшие сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невская, Краснопоповка, Луганской области, Верхнекаменская, Бахмут, Водяная, Невельская, Марьинка и Угледар в Донецкой области. Так они продолжают. Луганская и Донецкая область продолжают оставаться самыми горячими точками на всей линии фронта от Харькова до Херсона. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. Наступательных группировок противника мы не наблюдаем. Тем не менее, идет совместная учеба, под видом которой Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Белоруссии. Да, учения, кстати, продолжаются, летно-тактические учения совместно белорусско-российские. Самолеты постоянно взлетают. Мы вынуждены объявлять сигналы воздушной тревоги и всех просим на это время, всех просят уйти соответствующее в укрытие бомбоубежища. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областях, то есть на Сиверском и Слобожанском направлениях обстрелы продолжаются и провокации со стороны Российской Федерации продолжаются. На Сватовском направлении, это Купянская, Лиманская, там без изменений ситуация. Продолжаются позиционные бои в районе Новоселовского, Площанки, Краснопоповки и в лесах в районе Кременной. Что касается Кременной, то здесь это неофициально, есть некоторые сведения о том, что мы продолжаем захватывать лесопосадки, лесополость, там лесистая местность в районе Кременной. Мы продолжаем уверенно продвигаться в направлении самой Кременной. На Бахмутском направлении ситуация в районе Красной горы очень сложная. Но пока наши войска держат оборону, продвижение российских войск за последние сутки не зафиксировано в районе Красной горы. Также в самом Бахмуте тоже продвижений никаких не зафиксировано. За последние сутки фронт стабилен. Мы ведем оборонительные бои.
противник продолжает атаковать наши позиции, но безуспешно. В Белогоровке, это Донецкая область, та Белогоровка, которая в Донецкой области, российские войска заняли лес в районе населенного пункта. Это единственное продвижение на Бахмутском направлении. В окрестностях Клещиевки ситуация сложная. Противник постепенно продолжает продвигаться в направлении трассы, по которой на сегодняшний день снабжается город Бахмут. Но за прошедшие сутки продвижение противника не отмечено. Просто есть тенденция того, что они там пытаются вклиниться как можно глубже, пытаются вклиниться в нашу оборону. Если вы посмотрите на карту Deep State, вы увидите там это вклинение, его очень четко видно. На Авдеевском направлении ситуация тоже без изменений. Как я сказал, в эти сутки прошли более-менее стабильно, и силам обороны Украины частично удалось стабилизировать линию фронта. Так вот, ситуация в Угледаре сложная, однако вооруженные силы Украины держат оборону и не допускают врага в город. То есть Угледар полностью находится под нашим контролем. Наши оборонительные рубежи проходят за городской чертой Угледара. И любая информация со стороны российской пропаганды о том, что все идет зачистка Угледара, мы все захватили, нет. Наоборот скажу, что вот эта Тихоокеанская морская пехота несет очень серьезные потери, санитарные потери во время атак на населенный пункт Угледар. Мы наносим довольно серьезное огневое поражение российским регулярным частям. Тем более это считается самые боеспособные части: пехота, морская пехота и воздушно-десантные войска. На Запорожском направлении ситуация тоже не изменилась. Продолжаются обстрелы правого берега. Российская артиллерия ведет обстрелы. Пехота пытается искать слабые места в нашей обороне. То есть диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать. Но мы отвечаем огнем, и в принципе нигде противник успеха не имел. Понес потери и везде остался на исходных рубежах. Наша артиллерия ведет ответный огонь, контрбатарейную борьбу с противником вдоль всей линии боевого соприкосновения на этом направлении. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы и техники противника, 2 района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта. Вот такая вот ситуация. В акватории Черного моря ситуация по носителям ракет «Калибр» не изменилась. То есть их также находится в количестве 3 носителей в акватории моря. И залп составляет до 24 ракет. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всей линии фронта. Что касается военно-политической обстановки, она продолжает. Знаете, я бы, наверное, на сегодняшний день вот внешнеполитическую обстановку по результатам проведения Рамштайн-8 я бы назвал, наверное, парад танков или танковый парад, как удобней. Почему? Потому что, я уже говорил вам, что складывается впечатление, что теперь вот из этих 50 стран, прям моветон не дать Украине танки. Каждый старается выделить как можно больше и тоже поучаствовать
и присоединяются страны, и вот этот список из 12 стран мы уже скоро будем знать в полном объеме танков, которых нам передаются, и кто быстрее, и кто больше передаст Украине. Так вот, в продолжение вот этой же темы Польша отправит в Украину еще 60 танков РТ-91. Это кроме тех, точнее вместе с теми, которые были анонсированы 14 танков Леопард-2. Кстати, Польша тоже начала соревнования. Если Германия начинает берет отсрочку в передаче нам танков, ну это неудивительно. По поведению Германии они как бы, в общем, в стратегии они остаются верными сами себе. То есть максимальная задержка передачи вооружений Украине. Да, разрешение дали, но теперь, оказывается, надо очень долго и плодотворно и кропотливо учиться работе на этих танках. Леопард-2 имеется в виду. Вот. Польша, наоборот, сказала, что мы в течение нескольких недель готовы передать Леопарды Украине. И тут бах, вчера вдогонку еще одно объявление, что есть еще РТ-91 танки. Это польский вариант модернизации танка Т-72, советского танка, который остался у Польши, я так понимаю, в наследство от советской оккупации в годы после Второй мировой войны. И они готовы нам передать еще 60 танков. Вот этих РТ-91, то есть Т-72 в модернизированной версии. Далее продолжается, ну, вот то, что мы говорили с вами, что многие страны, вот я обращал внимание, что многие страны обязательно сообщают о том вооружении, которое они передали. Ну, только постфактум. Ну, тоже, видимо, хотят, чтобы их не забыли, и хотят показать, что они участвуют по военно-технической помощи Украине, и что они входят в антироссийскую коалицию. Это участие в предоставлении техники и вооружения, ну, я думаю, что это прямое подтверждение того, что они есть участниками и приверженцами антироссийской коалиции в плане борьбы с российским фашизмом. Но и вот в эту тему ложится новость из Турции. Турецкая компания Байкар передала 2 беспилотника Байрактар ТБ-2 вооруженным силам Украины. Причем передача этих беспилотников была осуществлена на основе волонтерской или гуманитарной помощи. Беспилотники турецкая компания передала безоплатно. То есть действительно в качестве помощи. Это, кстати, к ответу на вопрос. Вы спрашивали, где наши байрактары, воюют они или нет. Я вам сказал, что они прекрасно воюют, просто это сильно не афишируют. Поэтому Турция занялась собственной саморекламой. И, видите, 2 беспилотника передали. И наша, кстати, извините, не Турция, а Главное управление разведки наше сообщило о том, что вот мы получили 2 беспилотника Байрактар. Далее Франция. Франция пытается не пасти задних и тоже быть впереди планеты всей в плане передачи нам военно-технической помощи. Помните, да, Франция заявляла о передаче нам бронетранспортеров и в передаче, будем так, колесных гаубиц на базе этих бронетранспортеров. Так вот, первые боевые машины АМХ-10 РС, это вот с 155-миллиметровой гаубицей, установленной на них, некоторые называют их колесные танки, может быть, условно можно их назвать, хотя они как бы на колесный танк вряд ли тянут, но тем не менее. И уже Министерство обороны Франции заявляет, что эти колесные танки, пусть будут колесные танки, уже в феврале будут в Украине. То есть они тоже не отстают. Организовано обучение украинских военных по эксплуатации этих машин. То есть наши военные уже проходят обучение, и в феврале они будут. То есть, так как я и говорил, 3 недели, максимум месяц надо для того, чтобы освоить вот эту новую технику. Я думаю, что принципиально подготовить экипажи, да, можно за месяц можно. Еще раз повторюсь, научить экипажи пользоваться, допустим, тем же танком Абрамс или там Леопард-2 можно за месяц. Вопрос навыков
Вопрос боевого опыта, ну мы же понимаем, что для этого надо время. Поэтому это они уже будут приобретать либо на полигонах в Украине, когда будут готовиться, либо уже на поле боя, когда будут участвовать в боевых действиях против российских оккупантов. С Абрамсами тоже опять идет чехарда. Одни говорят осень, другие говорят лето, третьи говорят в течение нескольких следующих месяцев. Ну да, и, например, издание Foreign Policy пишет, что в течение нескольких следующих месяцев, то есть где-то к концу апреля, май, будут поставлены танки Абрамс, заявленные. А там 31 танк они заявили на сумму. И кроме этих танков еще они придут в составе пакета на 400 миллионов долларов военно-технической помощи. А именно туда войдут вот эти 31 машина, плюс 120-миллиметровые снаряды, плюс 8 тактических машин, плюс машины поддержки и средства на техническое обслуживание этих танков. Вот такой вот пакет помощи объявил Джо Байден, и вот туда же пристегнули вот эти 31 танк. Поэтому, думаю, стоит поверить американскому президенту. Дело в том, что Абрамсы же имеются на вооружении в Европе. И, кстати, Польша получила уже свои Абрамсы. Я думаю, что вполне возможно, что наши танкисты могут пройти обучение вместе с польскими танкистами параллельно на территории Польши, для того, чтобы освоить эти танки Абрамс. Ну и не равен час, может быть, что эти же и танки с территории Польши и перекочуют на территорию Украины. Тогда их доставка будет осуществлена в самые кратчайшие сроки с самым маленьким плечом подвоза. Швеция, следующая новость. Тоже не спешит, с арчерами они определились, арчеры едут, 12 штук, все хорошо, но Швеция решила не отставать, они решили нам передать танки Stridsvagn 122. Это шведский основной боевой танк, модификация немецкого Leopard А версии А5. Причем шведы, видите, у шведов очень хорошее тяжелое машиностроение, и они имеют такие возможности, они купили лицензию. Чтобы не покупать, они сначала заказали первую партию танков у немцев, а потом они просто купили лицензию, и сегодня они производят этот танк самостоятельно. Хотя это является лицензионной копией, но со шведской доработкой. Я вам говорил, какая доработка, там адаптация танка для ведения боевых действий в условиях лесистой местности и в условиях плотной городской застройки, усиление брони, новая система управления огнем, которая включает в себя многоканальный режим, то есть он может обнаруживать до 12 целей и сопровождать 4 из них. И в порядке очередности поражать все 4 цели. Вот. Так что об этом сообщил нам глава Министерства обороны Швеции и сказал, что они не исключают поставки этих танков в Украине в ближайшее время. Так что вот такой танковый парад, он продолжается. Виктория Нуланд, давно ее не было слышно, видно, и вот она выступила с такой речью, в которой заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против России, против Москвы, ради серьезных переговоров по Украине и выводу оттуда российских войск. Условия переговоров – вывод российских войск со всей территории Украины. Я уже даже не оговариваюсь, потому что Крым – это Украина, все прекрасно это знают. Поэтому вот такой вот, это, знаете, это обращение не к Путину, это обращение к его окружению. То есть Соединенные Штаты в лице Виктории Нуланд, а она тоже принадлежит правящей коалиции, к демократической партии, говорит о том, что да, США готовы, вот вам условия, выводите войска с территории Украины, и мы садимся за стол переговоров. Кстати, это же подтверждает и генерал Милли, который тоже сказал об окончании, о вариантах окончания этой войны, что все равно любая война заканчивается
каким-то столом переговоров. Вот. И вот России предлагается реальный вариант. Выводите войска из Украины, и тогда мы можем говорить о каком-то смягчении санкций против Москвы. Посмотрим, как отреагирует Российская Федерация, точнее окружение Путина, на такие призывы с Запада. Или они готовы вместе с Путиным, в рай идти прямо здесь и сейчас, а остальные все просто сдохнут. Бельгия. Бельгия тоже решила не отставать, и они огласили, кстати, Бельгия из числа тех публикаций, когда уже постфактум, частично постфактум, объявляет о том, что они же нам передали. Так вот, Бельгия передаст Украине ракеты для противоракетного комплекса «Насамс» и стрелковое оружие. Эль-Эхо пишет об этом издание, я так понимаю, бельгийское. И о чем они говорят, что помимо ракет воздух-воздух, это вот ракеты к комплексу «Насамс», то есть они поставляют боеприпасы нам к этому комплексу. Бельгия планирует передать Украине пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», но без ракет. Ракеты, очевидно, должна дать нам «Мистрали», это французские. Вот, и я так понимаю, что ракеты должна нам дать Франция, видимо, основной производитель этих ракет. Но, видите, еще расширяется география или, например, список номенклатуры противоракетных комплексов. Он сам Т у нас появился, это европейский аналог комплекса Patriot. Кстати, тоже противоракетный и тоже может сбивать баллистические ракеты. И вот видите, Бельгия готова передать нам ЗРК «Мистраль». Я так понимаю, что это еще и посыл для Франции, чтобы передать нам ракеты к этому комплексу. Также Бельгия передаст Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему. В частности, штурмовые винтовки и пулеметы. Вот такой вот пакет. В общей сложности вооруженные силы Украины получат оружие на 90 миллионов евро от Бельгии, о чем Бельгия нам и поспешила сообщить. Следующая новость, это не удивительно, но тем не менее Беларусь, это вот к разговору о том, что Белоруссия принимает участие в войне, косвенно, они маскируются, конечно, но в оккупированную Кирилловку, это Запорожская область, заехали белорусские военные. Причем белорусские военные, скорее всего, это военные, которых завербовали в частную военную компанию, мы не знаем точно, это вагнеровцы или это частная военная компания «Патриот» из состава. Скорее всего, «Патриот», потому что через их военные вербовщики вербовали. Видите, вагнеры в основном по ЗК, по заключенным и там по просторам России вербуют. А в Белоруссии вербуют, скорее всего, для частной военной компании, которая аффилируется или относится к Министерству обороны России. Так вот, эти ребята даже не постеснялись и не поснимали шевроны Витебской бригады. И так с этими шевронами в своей белорусской форме прибыли в Кирилловку и находятся там. Я, конечно, понимаю оппозицию Беларуси, и телеканал Белсат, оппозиционный канал, тут же решил смягчить ситуацию в плане того, что сказали, что шевроны Витебской бригады в Кирилловке это, скорее всего, подразделение войск Российской Федерации, сообщает телеканал Белсат. Но только забыл телеканал Белсат сказать, что тогда получается, что Белоруссия выдала свою форму Витебской, причем понимаете, как тут нестыковка в чем? В том, что форму, когда выдают со склада, на ней нет шевронов. На ней есть места для размещения знаков различия, принадлежность, шевронов в том числе, знаков различия в воинском звании, там сейчас уже и фамилия, и там группа крови, и все остальное. Это все одевается непосредственно человеком после получения формы. Я сомневаюсь, что российские, если они намекают на то, что
выдали белорусскую форму российским военным, ну тогда получается, что с барского плеча, то есть бэушную выдали, белорусы сняли эту форму, а россияне одели. Но только эти россияне почему-то говорят на белорусском языке, с белорусским акцентом. Так что, ну, я понимаю желание, но выгораживать не надо. Белорусские военные вербуются, подписывают контракт и воюют в составе вооруженных сил России в частных военных компаниях как наемники. Причем как из числа военнообязанных, то есть мобрезерва, так и из числа регулярных военнослужащих вооруженных сил Беларуси. Мы, кстати, это не первый раз. И, кстати, на запорожском направлении мы тоже их наблюдали летом прошлого года. Так что вот такая вот ситуация. Появился Дональд Трамп. Вдруг откуда ни возьмись появился Дональд Трамп. И написал в своем твиттере такой спич. Сначала будут танки, потом ядерные бомбы, закройте эту безумную войну немедленно. Это ведь так просто, написал Трамп. Если это так просто, уважаемый Дональд Трамп, тогда напишите своему другу Путину, пусть выведет войска. Это же так просто. Отдать приказ прекратить огонь и выйти с территории Украины. И да, тогда не будет никакой безумной войны. Ну а насчет ядерных бомб мы понимаем, чья риторика. Видимо, Дональд Трамп решил перехватить пальму первенства у Дмитрия Медведева и продолжить запугивание всего мира ядерной дубиной Российской Федерации. То есть, если от Медведева, видимо, угрозы уже не воспринимаются, так они подключили Дональда Трампа, лучшего друга Путина. И человека, который все хотел помириться и говорил, что Путин это ж хороший парень. И еще одна новость на пасашок. Как всегда, я постарался приберечь самую интересную. Это в Украину прибыли ловцы шахедов. Вот вы задавали, кстати, очень много вопросов. Помните, были вопросы, а есть ли там сетки, аэростаты, поднять сетки, натянуть, ловить шахеды, ловить крылатые ракеты и все остальное. Ну вот, считайте, что мысль материальна, а слова тем более. И в Украину действительно прибыли настоящие ловцы шахедов. Это дроны, ну, надеюсь, правильно прочитаю их название на английском. Fortem Drone Hunter F-700. Это квадрокоптер, который заряжен сеткой. И он поднимается, он дежурит в воздухе, поднимается в воздух во время воздушной тревоги. И он предназначен для отлова шахедов. Он сканирует небо, и как только замечает шахед, он идет ему на перехват и сбрасывает на этот дрон сетку. Естественно, дрон, запутавшись в сетке, падает на землю. И ну, как всегда, новость мы узнаем с вами, как я уже говорил, в военное время, постфактум. И написано, что сейчас обучение операторов этих дронов, то есть наших операторов из состава вооруженных сил Украины, закончено. И комплексы уже инсталлированы, то есть установлены. На важных инфраструктурных объектах у нас уже дежурят вот такие подразделения, на вооружении которых имеются дроны-ловцы шахедов. Вот такие вот военные, военно-политические новости произошли за прошедшие сутки. На этом мы первую часть нашего видео заканчиваем. И я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Для его наибольшего распространения в сети и ознакомления людей с этой информацией. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. Да, конечно же, очень много вопросов по поводу новой техники, которая прибывает. Мы о ней слышали, мы о ней читали, но вот хочется чего-то большего. И
Первый вопрос будет следующего содержания. Расскажите, пожалуйста, о БМП СВ-90, которую нам предлагает Швеция, и сравните ее с БМП Брэдли и Мардер немецкими. Скажу так, СВ-90 довольно неплохая машина. Она разрабатывалась еще в конце, начала разработку в конце 60-х годов. И извините, немножко позже. Началась разработка с 80-х годов. Это БМП, она более такая новая. Она является основной базовой машиной, на базе которой сделан целый ряд других машин, вплоть до легкого танка с пушкой 120 мм, гладкоствольной пушкой танковой 120 мм. Смотрите, давайте так, все три машины примерно одного класса. Они относятся к тяжелым боевым машинам пехоты, имеют гусеничный ход, примерно одинаковая мощность из всех трех. Выделяется только Брэдли американская, у нее 550 лошадей, точнее наоборот, выделяется шведская машина СВ-90, у нее 550 лошадиных сил, у Мардера и у Брэдли по 500 лошадиных сил. Все машины имеют примерно одинаковую броню, то есть это композитная, стальная катанная броня, в некоторых местах композитная, плюс навесная броня с активными модулями. По вооружению шведская БМП имеет 40-мм пушку Бафорс, автоматическая пушка, может бороться даже с бронированными целями, довольно хорошая скорострельность, но кроме пушки имеет на вооружении только пулемет. Один пулемет калибра 7,62. На этом все вооружение шведской СВ-90 заканчивается. Боевое отделение у нее, экипаж этой машины 3 человека, боевое отделение десанта она может брать до 8 человек. Прошла боевое крещение на войне в Афганистане. Шведские, датские и норвежские военные применяли эту БМП. В принципе, по своим ходовым калачам не плавает, может преодолевать брод глубиной до 1,4 метра, ну практически до полутора метров. Так что это что касается шведской машины. Если сравнивать, допустим, в среднем, смотрите, модификаций много, поэтому я говорю, что тяжелые они более 30 тонн. Вот давайте так возьмем, потому что разнос, чтобы вы понимали, вот допустим у шведской машины, боевой машины пехоты, разнос в весе от 23 до 35 тонн. То есть 35 тонн весит этот легкий танк на базе этой БМП с 120 мм пушкой, а 23 тонны весит первая модификация, выпущенная в 1984 году, когда начинали с разработки этой машины. То же самое, допустим, у Брэдли американской. Их вариантов почти 10. И разнос веса идет 21 тонна, самая простая, это версия М2, то есть самая старенькая. Самая новая версия М2А3 ССС, более 34 тонн, 34-25 тонны. То есть, я в среднем говорю вам 30 тонн, поэтому примерно они весят одинаково. Но американская машина отличается от шведской тем, что у нее экипаж одинаково 3 человека, у нее меньше отделение для десанта, в 6 человек, это в самой распространенной версии, в последней модификации 7 человек, в шведской было 8 десанта она может брать на борт. Пушка у нее, тип брони у них одинаковый, у этих всех машин. Пушка у нее 25-миллиметровая автоматическая, то есть калибр пушки меньше. Казалось бы, пушка слабее, но не тут-то было. Брэдли называют истребителем танков. Дело в том, что пушка Брэдли заряжается 2 лентами сразу. В каждой ленте находится свой тип боеприпасов. А боеприпасов у нее к пушке идет 2 типа. Бронебойно-трассирующий и осколочно-фугасно-трассирующий
боеприпас. И она может в том числе может и поражать танки противника. Вот. И еще у Брэдли есть ПТУР. Она может применять в составе, точнее не в составе, а на боевой машине может монтироваться в последней модификации ПТУР ТОУ, две направляющих, кассета из двух направляющих, ПТУР ТОУ, либо последней модификации идет ПТУР ТОУ 2. То есть в огневом плане машина намного сильнее, чем, допустим, шведский вариант боевой машины пехоты. Теперь, что касается немца. Мардеры. Мардер ровесник Брэдли, то есть это конец 60-х, начало 70-х годов разработки. Вариантов ее существует чуть меньше, их 3. Но тоже разнос веса, чтобы вот здесь Мардер уже более четко можно сказать, плюс-минус 30 тонн. Потому что первая версия весила 28 тонн, последняя версия 1А3 весит 33,5 тонны. По броне она примерно такая же, они все одинаковые по броне, как по весу, так и по броне. По мощности двигателя тоже я сказал, что здесь, правда, двигатель, можно сказать, самый мощный из трех, он 600 лошадиных сил выдает немецкий, как бы немцам неудивительно, они умеют. Пушка у нее слабее, самая слабая, у нее 20 мм автоматическая пушка, там шведская 40, американская 25 и немецкая 20 мм. Пушка автоматическая, естественно, она слабее, только для легко бронированных целей. Вот. Но у нее есть целая куча пулеметов. 2 пулемета у нее установлены, один спаренный пулемет с пушкой 7,62 и 2 пулемета еще есть калибра 12,7. А также на Мардерах немецких ставится ПТУР Милан. Причем, так же как и на Брэдли, там ТОУ были на более ранних версиях, ТОУ 2 на более современных версиях. Здесь точно так же, на более старой версии, на версии А2 этой БМП стоит ПТУР Милан, а на более новой версии стоит ПТУР Милан 2. То есть более современный, с увеличенными тактико-техническими характеристиками. Машина тоже не плавает. Кстати, из всех трех машин они могут преодолевать брод примерно там, от 1,4 до 1,8 метров. Брэдли самый глубокий брод может преодолевать. И единственное, в тактико-технических характеристиках у Брэдли написано, что она может плавать, но на тихой воде, то есть где-то в озерце, недолго и с установкой брезентового фартука. Вот когда ставится брезентовый прорезиненный фартук, тогда повышается плавучесть машины, и да, она может какое-то расстояние преодолеть вплавь. При этом у нее нет водомета для плава, движение на воде осуществляет с помощью гусениц. И эти, как наша МТЛБ, допустим, плавает, тоже она плавает за счет гусениц. И скорость плава у нее всего лишь 7 км в час, то есть маленькая. Вот. Запас хода по шоссе у всех машин в районе 500 км. Вот такая вот сравнительная характеристика. Поэтому примерно эти машины соответствуют своим характеристикам. То есть по вооружению я сказал, шведская, в принципе, она берет пушкой. Да, у нее нет ПТУРов, но у нее самая мощная пушка из этих трех. Американская и немецкая, они берут наличием противотанковых ракетных комплексов. А по броневым и качествам и живучести, по боевому отделению плюс-минус, кстати, я не сказал, Мардер тоже нет. 6 человек он берет в новом варианте, то есть у них уменьшилось количество десанта, а 7 человек они брали в варианте А1, Мардер А1. Вот такая вот примерно сравнительная характеристика. Так что все три машины примерно стоят на одной ступеньке с небольшим отклонением. Кто-то в плюс, кто-то в
в минус. Это что касается боевых машин пехоты. Следующий вопрос. Газовые минометы. Ну вот чего не ожидал, ну даже до таких вот мы, до таких видов вооружения, как газовые минометы, докопались. Ну давайте так, тут надо немножко сделать экскурс в историю. Что такое газовые минометы? Газовые минометы были придуманы капитаном, по-моему, сейчас я посмотрю точно, британской армии, фамилия его Ливенс. Что он придумал? Дело в том, что пускать газы, ну вы помните, Первая мировая война, она характеризовалась жесточайшими применением оружия массового поражения. Это первые случаи применения боевых отравляющих веществ в виде газа и аэрозоля. Так вот, просто пускать газ из баллонов оказалось уже к 2016 году оказалось очень проблематично. Почему? Потому что ветер может поменяться в любую минуту. И тот газ, который вы выпускаете непосредственно там перед передней линией из баллонов, да, он может тут же повернуть в твою сторону, в сторону собственных войск. И тогда неизвестно, кто кого атакует, сам себя или врага. Так вот, он придумал такую штуку, что с помощью пневматики, с помощью сжатого воздуха выстреливать из 8-дюймовой трубы, выстреливать баллон с газом и с установленным на него детонатором или зажигательным устройством. Дальность была примерно под углом 45 градусов ставили трубу, дальность была примерно 1500 метров. Этот баллон наполнялся отравляющим газом или зажигательной смесью. При ударе о землю, естественно, баллон разрушался, и вы получали довольно плотное облако отравляющего газа прямо в боевых порядках противника. Он мог упасть и в окоп, и рядом с окопом. Ну, в любом случае, он накрывал позиции противника. Не надо было близко подбираться к противнику, чтобы пустить на него газ. Или газ, пущенный, допустим, от своих линий обороны, доходя до окопов противника, он уже имел очень низкую концентрацию и не мог вызвать того эффекта, который от него ожидали. Либо баллон был наполнен зажигательной смесью, и тогда на баллон устанавливали какое-то детонирующее устройство, которое воспламеняло эту смесь. И таким образом получался огнемет, но пневматический. И ваш вопрос, скорее всего, связан с тем, что в 2016 году в Вооруженных силах Украины рассматривался вопрос создания пневматических минометов для танковых войск. Для того, чтобы выстреливать гранаты и другие боевые предметы, мины, гранаты с помощью пневматики, не тратя на это пороховой заряд. Почему? Потому что пороховой заряд имеет сроки хранения, надо обеспечивать ему условия хранения. Вот. И в Харькове на базе танкового предприятия было разработаны варианты вот этого так называемого газового миномета для тяжелой бронетехники, причем не только для танков. И с помощью сжатого воздуха, с помощью пневматики выстреливать различными дымовыми гранатами, боевыми гранатами, осколочно-фугасными, зажигательными гранатами и так далее. Но я вам скажу, что даже Российской Федерации в журнале «Военное обозрение» в 2016 году была целая статья, посвящена вот этим газовым минометам, газодетонационный танковый миномет, который, как написало российское издание, создан был в Харькове на базе конструкторского бюро имени Морозова, танкостроительного бюро конструкторского. Вот. Но он не получил тема не получила дальнейшего развития, и все осталось только на уровне разработок. Может быть перспективы, мы вернемся к этим разработкам, и когда-нибудь, может, наши танки получат вот этот газодетонационный танковый миномет и будут применять его уже на серийных танках.
Так, следующий вопрос. Який російський танк можна вважати найнебезпечнішим, якщо не брати до уваги міфічну армаду? Т-72Б3, Т-90, Т-80 БВМ, чи можливо якийсь інший варіант? Я думаю, что, скорее всего, самым опасным для нас танком может быть именно танк Т-80БВ, не М. Объясню сейчас почему. Дело в том, что Т-80 в своей основе Т-80 делался на базе Т-64. Конструктивные изменения ходовой части и башни пришли немножко позже с установкой на него газотурбинного двигателя. Тогда было решено изменить ходовую часть, то есть трансмиссию танка, изменить подвеску под газотурбинный двигатель. Далее была изменена немного форма башни, но ствол и автомат заряжания, самое главное, было взято с танка Т-64. И помните, я вам давал сравнительную характеристику 72-ки и 64-ки. Так вот, 64-ка превосходит 72-ку по скорострельности. А скорострельность обеспечивается автоматом заряжания. Кстати, у Т-80 скорострельность точно такая же, как у Т-64. 8 выстрелов в минуту. Только за счет автомата заряжания. И этот автомат заряжания работает в один цикл. Ну а дальше уже там за счет газотурбинного двигателя при правильной эксплуатации, да, у него очень маленький запас хода, очень. 360 километров по топливу у него и 300-320 километров это в боевой эксплуатации. Кстати, 64-ка еще имеет преимущество в том, что у нее есть СЭП, так называемая станция электропитания малая. Тоже она дизельная, и танк может вести огонь, то есть полностью жизнедеятельность танка на месте обеспечивается за счет вот этой малой станции электропитания. В отличие от всех остальных танков, которые вынуждены не глушить основной двигатель, а вы же понимаете, это моторесурс двигателя и расход топлива, для того, чтобы обеспечивать работу всех узлов и механизмов самого танка. 64-ка запускает вот эту СЭП, и двигатель использует только в качестве передвижения. Как только она, даже в движении, когда она идет, запитку основных узлов и агрегатов танка можно осуществлять, боевых имеется в виду, можно осуществлять именно от этой станции электропитания. Так вот, 80-ка унаследовала самое, я так считаю, лучшее. Это автомат заряжания и пушку от Т-64. Поэтому я бы его считал, плюс газотурбинный двигатель дает высокую скорость и маневренность этому танку. Легкая управляемость. Поэтому я бы его, наверное, поставил на первое место. А уже версия БВМ, ну, во-первых, там Россия ее там пыталась доделывать, они пытались засунуть туда Сосна-У, систему управления огнем, свою новую КВ-радиостанцию, опять же, не цифровую, а аналоговую. Поэтому БВМ он там сильно не отличил. Увеличили на 150 лошадей мощность танка. Было 1100, стало 1250. И самое главное, что опять же россияне начали уже ковыряться, видимо, дорого, авиационный керосин все-таки улетает. Кстати, насчет многотопливности, тут очень большой спорный вопрос. Там написано, что он многотопливный, этот двигатель. Но если его заправлять не авиационным керосином, то мощность падает в разы. Очень большое снижение мощности, соответственно, танк теряет в маневренности сразу же. Вот. Поэтому двигатель очень дорогой, и уже на танке БВМ россияне залезли в систему, в топливную систему, и начали крутить там разные болтики, гаечки для того, чтобы уменьшить расход топлива. Чтобы вы понимали, какой расход топлива: 360 километров по топливу, 1850 литров заправка. Вот можете разделить. Сколько же улетает литров на 100 километров этого там? Почти 600 литров на 100 километров улетает авиационного керосина
для Т-80. Но тем не менее, Т-80БВ, это советская, кстати, это версия, это последняя версия, которую выпускал Советский Союз. В плане был Т-80, потом Т-80Б и потом Т-80БВ. Вот этот танк я бы поставил на первое место как самый опасный для нас. Опять вопрос по танкам. У меня вопрос по танкам. Ну, я понимаю, танковая. Вот следующий, я сразу давайте выскажу предположение. Надеюсь, думаю, что оно оправдается. Следующий Рамштайн, если он действительно будет авиационно-ракетный, мы с вами будем неделю как минимум говорить о ракетах и тех самолетах, которые нам передают. Хотя вы уже начинаете задавать вопросы по поводу самолетов. И сегодня мы об этом, я надеюсь, поговорим. Так вот, вопрос такой по танкам. Как Леопард, Абрамс, Челленджер в количестве того, что нам пообещали, смогут изменить ситуацию на поле боя? И можно ли, имея обещанное на данный момент количество, использовать в качестве проведения операции типа Харьковской? Типа Харьковской нет, сразу скажу, потому что Харьковская операция, она была уникальна в своем роде. Это была операция, ну будем так, я бы сказал, я бы ее назвал операция «Форсаж» или операция на форсаже. Почему? Потому что было в Харьковской операции, танки могли сыграть только начальную роль, дать старт этой операции. А именно, они с помощью танков, вот таких, тех, которые нам дают, достаточно было прорвать небольшой кусочек обороны российских войск. Что и было сделано. Оборона была прорвана, но потом в прорыв вошли мобильные группы. И эти мобильные группы на высочайших скоростях начали распространяться вглубь обороны противника и заходить в тыл. И задача этих групп была наносить поражение противнику со всех сторон. Обрушение фронта произошло в результате паники. Когда российские войска не понимали, почему их атакуют с флангов и почему их атакуют с тыла. И причем, когда они начинали разворачивать голову и смотреть, кто их атакует, они видели машины с нашей символикой и с нашими флагами. И как украинцы уже сзади, украинцы нас где-то обошли, вот это и спровоцировало. Поэтому в Харьковской операции танки могли обеспечить только прорыв линии обороны. В Херсонской операции там было методическое уничтожение, там была в принципе применена тактика выматывания и методического уничтожения противника. И у противника не оставалось выбора: либо умереть под нашим огнем медленно и мучительно, либо встать и уйти. Они встали и ушли. Мы преследовали отходящего противника и пытались ему наносить ущерб, максимальный ущерб, который могли. Но там это произошло в результате методического уничтожения резервов и войск, самих войск противника. Что касается, помогут ли нам танки в дальнейшем контуре. Сейчас, смотрите, война переходит в навязали нам россияне точнее, навязали нам вот эту позиционную войну. Своим преимуществом численным мы вынуждены вести вот эту позиционную войну. И теперь мы возвращаемся в лекало Второй мировой войны. Чем прорывать фронт, чем прорывать глубоко эшелонированную оборону? Естественно, только танками. Для того, чтобы это было успешно, танки должны быть что? Качественнее, лучше и сильнее. Вот эти три преимущества дают нам танки западного образца. Если механизированная бригада вооруженных сил Украины получает задачу прорвать на каком-то участке или сломить оборону противника, чем она будет ее проламывать? Естественно, танковым батальоном из состава этой бригады. Внимание, танковым батальоном из состава этой же бригады. У нас в механизированной бригаде есть один танковый батальон. Нам передают сколько батальонов? Ну, уже сейчас мы насчитали, вчера цифра гуляла 103 танка. Это только западного образца. 134 танка в пакете помощи, который был оглашен еще перед началом Рамштайна. На Рамштайне он был утвержден. Плюс сегодняшнее заявление Польши, плюс еще 60
танков советского образца, итого 190, и 103 этих, так это почти те 300, которые просил о которых говорил наш главнокомандующий генерал Залужный. Поэтому вот в этом плане танки помогут. Западные танки в принципе и нужны будут для проведения контрнаступательных операций. Для оборонительной операции, к которой мы сейчас готовимся, будет достаточно и тех танков советского образца, которые сегодня мы получаем от наших стран-партнеров. Розкажіть, будь ласка, як можуть нові танки подолати заміновані поля? Чи надають нам якісь засоби швидкого розмінування для наступу? Конечно же, с минными полями никаких проблем нет. Что западные танки, что наши танки преодолевают минные поля абсолютно одинаково. Для этого есть инженерные машины разграждения, так они называются. Могут применяться машины дистанционного разминирования. Они применяются под прикрытием, вот кстати, под прикрытием авиации и огня артиллерии. Эти инженерные машины выходят и делают проходы в минных полях. Плюс артиллерия может делать дистанционно проходы в минных полях. И, соответственно, в комплекте танков там на каждую роту идет, по-моему, 2 или 3 минных трала. Это по нашим меркам. По западным меркам там, по-моему, даже больше. И, соответственно, эти минные тралы поставляются вместе с танками. Танк цепляет минный трал и спокойно едет по полю боя. Если он наезжает тралом на мину, она подрывается. Если мина подорвалась, он просто преодолевает дальше. Он едет, гусеница не наезжает на мину. Вот, так что не волнуйтесь, в инженерном отношении все обеспечено и возможности по преодолению минных полей есть. А противопехотные мины танк может разминировать собственным весом, они ему не причиняют никакого вреда. Даже не повреждают трак в гусенице танка. Чому європейські лідери та сама Європа постійно відмовляє від передачі нам танків, і тут постійно відмовлялась від передачі нам танків, і тут буквально за пару прийняли рішення та одразу почали готувати людей та самі танки до передачі їх нам. Що ж так різко повпливало на політиків та змінило їх думку? Я уже неоднократно говорил, еще раз напомню, что, на мой взгляд, есть у западных политиков, во всяком случае у Соединенных Штатов, это точно. Еще, может быть, к ним примыкает Великобритания. Есть какой-то свой сценарий проведения этой войны. Они видят эту войну со своей колокольни, в своей плоскости, и каждому виду вооружения свой час и свое время. Вспомните, как нам давали артиллерию, вспомните, как нам давали реактивную артиллерию. Теперь вот как нам дают танки, не давали, и тут вдруг раз, и как всех прорвало, как весною греблю, як кажуть в Украине. Вот такая вот, пришло время, пришел час, надо нам предоставить танки. То же самое будет с авиацией, то же самое будет с ракетами. Когда они посчитают нужным, они нам это передадут. То же самое было с системами ПВО. Пока ситуация, на мой взгляд, не достигает критической, или когда западным странам надо, чтобы повлиять на ход боевых действий, вот тогда сразу же встает вопрос передачи нам того или другого вида вооружения решается быстро и мгновенно, здесь, сегодня и сейчас. Вот по такому принципу. Я думаю, что именно это и послужило основным критерием. Причем, видите, даже позиция Германии не давать ничего, не давать или давать медленно и долго, она не сработала в этот раз, потому что все вместе, все дружно, вот эти 50 с лишним стран антироссийской коалиции навалились на Германию и заставили практически, я бы так это характеризовал, фактически Олафа Шольца заставили дать согласие на передачу танка в Украине и разрешение на передачу его третьим партнерам для Украины, третьим странам, третьим лицам. Вот. Так что
видимо, на мой взгляд, но это субъективный взгляд, все идет по какому-то заранее расписанному сценарию. Для нас это, у нас нет выбора, просто нет выбора. Я уже это тоже неоднократно говорил, что мы либо попадаем, нас просто уничтожат, потому что Путин нас не пожалеет, поверьте. Ему не нужна здесь украинская Украина. Я напомню еще, по-моему, в 2014 или в 2015 году, когда еще шел переговорный процесс в формате там, Минск-2, Лавров неоднократно заявлял Соединенным Штатам: прекратите украинизацию Украины. Остановите. Он требовал от Европы, кстати, не от США, извините, от Европы он требовал прекратить украинизацию Украины. И это звучало от Небензи, точнее нет, тогда был, был представитель Российской Федерации, он потом попил чайку и от сердечного приступа резко скончался. Чуркин, представитель Российской Федерации в ООН, тоже он это требовал с трибуны ООН. Представляете, как они хотят выхолестить полностью здесь все украинское. Вы же смотрите, что они творят на оккупированной территории. Сразу вся литература наша сжигается, уничтожается, изымается, и завозятся учителя из России, что они все русские, живут просто в Украине, поэтому мы один народ. Завозятся российские учебники и только русский язык. Только русский язык. И тут никто не собирался нас жалеть или щадить. Никакие милости от оккупантов, поверьте, мы здесь бы не получили. Мы получили бы, в каждом городе была бы своя Буча, своя Балаклея, своя Бородянка, свой Мариуполь. Вот что бы нас ожидало. Поэтому мы вынуждены считаться вот с позицией западных стран, которые помогают вести нам войну. Фактически они, давая нам оружие, они регулируют ход боевых действий в нашей войне. Следующий вопрос. А скажите, как повлияют самолеты, которые могут нам передать партнеры? По сводкам получается, что авиация, которая есть сейчас у вооруженных сил Украины, работает вроде как по переднему краю, а в глубину противника особо не заходит. Наверное, из-за ПВО Рашки. Выходит, используется не совсем по максимуму. Да, вы абсолютно правы. В каждом вопросе есть доля ответа. Действительно, самолеты западного образца, они могут работать в условиях применения российского ПВО и российских станций радиоэлектронной борьбы. Вот именно поэтому они нам и нужны. Действительно, наша авиация не заходит на территорию противника, а наносит огневые удары по противнику дистанционно с помощью ракетного бомбового вооружения. Я напомню, что там даже передали комплекты для бомб, чтобы сделать их планирующими. И планировать они могут там от 20 до 80 километров, от 10 до 80 километров, в зависимости от высоты их пуска. Вот. Поэтому, да, действительно, это советская авиация, особенно та, которая у нас. У нас она вообще не модернизированная, ни разу и ничем. Мы единственное, что делали, это более-менее ремонтировали эти самолеты, ставили их на крыло, как говорят летчики, для того, чтобы их можно было хотя бы применять в бою. Поэтому у нас и в первые месяцы и потери были такие, потому что российская авиация нас в этом плане превосходит. И сейчас мы за счет ПВО закрыли свое небо для российской авиации, но это территория Украины, общую территорию. А вот передний край мы так полностью и не закрыли. Да, мы их наносим эффективный урон, они несут огромные потери в авиации, это очень большие потери, те, которые они несут ежесуточно на линии фронта. Но наша авиация по сравнению с российской на сегодняшний день намного слабее. С появлением западной будет наоборот, российская авиация будет намного слабее. И системы ПВО российские будут более бессильны перед западной авиацией. Вот очень хороший вопрос. Сбито 47 из 55 ракет. Але попадания в 11 областях, арифметика Кличка нет. Во-первых, всего было выпущено 70 ракет. Вернитесь в оперативную обстановку, я об этом уточнил. Вот сводка за сутки, 70 ракет было. Это 55, это то количество ракет, которое было посчитано на момент окончания вот этого самого большого
или группового ракетного удара. Ну, давайте назовем его массированным. Ладно, пусть будет, чтобы не путаться, все-таки, хоть он и меньше был намного, но тем не менее. Так вот, эта цифра, которая была опубликована где-то в начале второй половины дня, и она соответствовала 55 ракет. Всего было пущено 70. Сбито 47. Сколько сбито из тех, которые были выпущены позже, до конца суток, к сожалению, таких точных данных нет. Это первый момент. Второй момент. Как вы думаете, если сбитая ракета своими обломками нанесла ущерб, это что считать? Это считается попаданием или не считается? Вот в Киеве, по данным Киевской городской администрации, в Киеве, в Голосеевском районе, осколком сбитой ракеты убила мужчину и ранила 2 человек. Еще 2 ранила. Одного убила, 2 ранила. Это попадание? Я считаю, что это попадание. Но эту ракету сбили. Она в 47 сбитых. Но ее надо учитывать как попавшую. Она нанесла ущерб. Понимаете? Поэтому не считайте буквально, что 55 минус 47 это 8 ракет. А в 11 областях попадание. Потому что ракета может быть сбитой и на конечном участке траектории, и обломки этой ракеты принесут какой-то ущерб. Ну и плюс ко всему дождитесь финальной сводки, и тогда уже делайте финальный вывод о том, что почему в 11 областях ущерб, а ракет не сбитых оказалось 8. Потому что из числа сбитых ракет тоже могло быть попадание и тоже мог быть нанесен урон или ущерб. Ну, еще давайте на сегодня один вопрос. Вот такой вопрос. У мене вірне спостереження, що переважно ракетний обстріл відбувається в світлу пору дня, шахеди в темно. С чем это повязано? Скорее всего, это связано, действительно, есть такое впечатление, что, говорят, 1 раз это случайность, 2 раза это там тоже может быть неосторожность, а 3 это уже система. Так вот, действительно складывается впечатление, что ракеты в основном пускают в светлую часть суток или рано утром на рассвете. Вот, а дроны пускают в основном в вечернее время. Думаю, что это связано с 2 вещами. Это связано с 2 вещами. Первое, то, что дроны маскируются. Дроны очень тихоходные, скорость 180 км в час. И они очень громкие. И когда человек слышит, он начинает сразу искать его в небе. И в дневное время дроны очень хорошо видно и легко их сбивать. При такой скорости сбивать их не проблема. Поэтому они стараются пустить их ночью. Для того, чтобы надо же его найти еще в небе. Но они забывают, что у нас есть и средства радиолокационной разведки, для которых ночное время не является преградой или какой-то большой проблемой. Вот, это первый момент. А по ракетам, скорее всего, по дронам, а по ракетам там ситуация с точностью да наоборот. Летчики, подготовка экипажей к ночным пускам ракет очень проблематична. Видимо, экипажи не готовы сегодня пускать ракеты в ночное время. Это же надо выйти, смотрите, там же не просто так, они взлетают, они должны занять определенный эшелон по высоте. Они должны лечь на определенный курс. И вот идя этим указанным курсом на указанной высоте, они заходят в район, определяется квадрат, откуда надо пустить ракету. Для чего? Для того, чтобы ракета могла быстро и правильно сориентироваться в воздушном пространстве. Поймать сигнал, допустим, GPS-навигации и дальше продолжить путь по заранее. Потому что пока ракета висит на подвесе, у нее ничего не работает. Она не знает, где она и в каком она положении. И, видимо, подготовка экипажей настолько низкая, что пуски в ночное время для них проблематичны. Плюс вы же не забывайте еще взлет-посадка. Взлет при полной боевой загрузке Ту-95 в ночное время. И посадка в ночное время
Ту-95. А если не отстрелили ракеты и садится с полной бомбовой загрузкой, или ракетной загрузкой. Вот. Поэтому я думаю, что авиационные удары наносятся в светлое время суток ввиду низкой подготовленности экипажей, а применяются дроны камикадзе для нанесения ударов в темное время суток для обеспечения хотя бы световой маскировки пусков этих дронов. И чтобы они могли достигнуть хоть какого-то вразумительного успеха. Вот такие вот новости, точнее вопросы сегодня прозвучат в нашем видео. На этом мы вторую часть видео закончим. И у нас остается с вами третья часть. Это пожелания, приветствия и комментарии, которые вы прислали. Итак, первым комментарием, который прозвучит сегодня, будет следующий. Довольно интересный, кстати, на мой взгляд. Пишет человек, я так понимаю, он из Канады. Канадские ботинки теплые, но тяжелые. Я, как бывший сапожник, их модернизировал. И получилась бомба на ногах. Никто не верил, что это канадские ботинки. Ну, вы обратитесь в Министерство обороны, может быть, возьмут на вооружение ваше рациональное предложение в плане модернизации канадских зимней обуви канадского производства для военнослужащих. Вот такое интересное обращение. Дядь Олег, здравствуйте. Абрамс придет летом. Да, долго, но там учения не быстрые. Представитель США сказал, что к весне не успеет. Также эти танки не будут со складов, а их заказали для Украины Абрамс М1А2. Они будут со специальными наработками, но без секретного оборудования. То есть чуть упрощенные, но также чуть дополненные, но без секретных наработок. Вот такой вот вариант. Да, кстати, танки будут новые, танки будут с завода. И я бы назвал это, знаете как? Я бы это назвал, танки будут адаптированы для условий Украины, для применения их вооруженными силами Украины. Держись, казак, будешь атаманом. Если не ты, то твой сын. Держись и молись. Ваше дело правое, и победа будет за вами. Айдар, казахский хохол. Из города Форт Шевченко. Из города Форт Шевченко. Ну, вот такое вот из Казахстана приветствие. Пане Олеже, вітаю з Нюрнберга. Сьогодні слухала вас по Баварському радіо теми леопардів. Ну да, обращались ко мне немецкие средства массовой информации, и я постарался максимально высказаться в пользу того, чтобы леопарды были как можно быстрее переданы. Ну, там стоял главный вопрос, чтобы Германия в лице Олафа Шольца согласилась передать нам эти танки «Леопард». Ну, не знаю, если это помогло, я очень рад. Британия молча отправила и не кричат, что обучать надо неделями. Ну, в Британии легче всех, я скажу вам так. Почему? Потому что в Британии с лета прошлого года находится постоянный контингент, ну, он на ротационной основе, но это постоянный контингент военнослужащих вооруженных сил Украины. Мы отправляем туда наших военнослужащих, их обучают в Великобритании и отправляют к нам обратно. Поэтому собрать 14 танков, это рота танковая, собрать экипажи это 50 человек. 3 человека экипаж, 50 человек на челленджер, какие проблемы. Ну, даже если 4, то еще добавьте там 1,5 десятка. 60 человек, чуть больше 60 человек. Собрать 60 человек и обучить их работе в этих танках, дать возможность потренироваться в боевой стрельбе и отправить в Украину вместе с танками, это вообще не проблема. Поэтому британцы вообще молодцы в этом отношении. Они все тихо, спокойно, особо не афишируя, делают свою работу. И я скажу так, что их помощь просто неоценима. Нельзя ее переоценить, насколько она важна для Украины. Дай Бог Байдену крепкого здоровья и всему американскому народу. Огромное спасибо. Да, тут мы полностью с вами согласны.
Т-72 и Т-64 абсолютно разные танки. Не только двигатель более надежный и мощный, но и ходовая, и автомат заряжания, и многое другое. Ну вот тут дальше. Т-64 это как ЗАЗ-968. Вроде движок воздушного охлаждения, как у Porsche, но, блин, не Porsche. Ну да. Министр обороны Германии Писториус заявил вчера о поставках 2 танковых батальонов. Обучение 6 недель в Германии. Я смотрел вчера пресс-конференцию его по Zeit Online. Ну, это, наверное, телеканал немецкий. Zeit Online. Да, немцы так и заявили. Если сейчас они приступят, со следующей недели начинается, как раз первая декада марта мы получаем танковый батальон на Леопардах 2 с подготовленными экипажами. Вот вам 6 недель. В середине марта мы можем их получить. Спасибо союзникам за их помощь. Это наша общая битва. Это точно. Спасибо европейцам и американцам за помощь в вооружении. Это приблизит нас к победе и, дай бог, меньше погибнет наших военных и мирных жителей. Ну вот это самое главное для нас. Сегодня днем я ехал по одной из автомагистралей в Великобритании. Днем по одной из автомагистралей в Великобритании и увидела впереди большой, медленно движущийся конвой. Я сначала не могла разобрать, что это было, но когда я подъехала, стало ясно, что это такое. Это танки. Едут не сами, а на прицепах. Танки Челленджер направляются в Украину. Массивно, здорово. И я еще хотела бы оказаться... И я не хотела бы оказаться на грани их огневой мощи. Берегите себя. Ну да, я думаю, что не позавидуешь российским военным, которые будут обороняться против британских челленджеров. Кстати, самая мощная пушка, единственная нарезная пушка на сегодняшний день из числа тех танков, которые нам передаются. Очень, очень мощная по своим огневым возможностям. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Сегодняшнее видео будем заканчивать. Еще раз напоминаю, что те, кто еще не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк этому видео, и тогда оно распространится на как можно большее число людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!